Привет, народ! Очень рад вас опять видеть у меня в гостях. С вами снова Антон на канале Специи по вкусу. Сегодня я вам покажу, как сделать просто обалденно вкусный говяжий бульон. Вот не знаю, как передать, вот он просто вообще очень классный, очень вкусный говяжий бульон. Этот бульон можно использовать как усилитель вкуса для супов. Особенно вот я его часто использую для супов. И также можно его использовать для каш. По чуть-чуть добавлять, он добавит вам такой вот гигантский, просто гигантский вообще вкус говяжий такой. Куда бы вы его ни положили, он добавит вот такой прям взрыв такого гигантский говяжьего вкуса. Делается этот бульон очень просто. Заметьте, я сказал просто, я не сказал быстро. Сейчас я вам все подробно покажу. Поехали смотреть. Для этого рецепта возьмем 2,5 килограмма очень чистых говяжьих костей. У меня вот тут мелко нарезанные копыта, так как в них огромное количество коллагена, но в принципе подойдут любые кости. Я их уже хорошо промыл и отскоблил. Перекладываем кости в кастрюлю побольше и заливаем водой. Ставим на плиту на маленький газ и доводим до кипения в течение часа. Пока кости закипают, снимаем сверху все, что всплывает. Это важно для того, чтобы в будущем в бульоне не было грязи. Как только кости закипели, снимаем их с плиты, воду выливаем, а кости еще раз очень хорошо и тщательно промываем холодной водой. Теперь приготовим овощи. Нарежем 2 больших пригоршня лука-порея. Если его не можете найти, возьмите сельдерей. Но мне больше нравится лук-порей, так как сельдерей в бульоне он немного горчит. Нарезаем 3 помидора, 1 большую луковицу и 1 головку чеснока. Вот прямо как есть, с кожурой и совсем. Также возьмем пучок петрушки, ее можно мелко не нарезать. И пару веточек тимьяна. Туда же добавим 2 лавровых листа и почистим и нарежем 2 морковки. Соль и перец мы в бульон никогда не добавляем. Также мы не будем жарить кости в духовке, так как если вы сделаете бульон с жареными костями, то у него будет копченый вкус, от которого, если нам надо будет, то избавиться не получится. Этот бульон будет хотя и очень сильного, но очень нейтрального вкуса. Перекладываем овощи к костям и добавляем 250 граммов томатной пасты. Заливаем все это водой и ставим на очень медленный огонь на 5-6 часов. Если вода выкипает, добавляем еще. На весь бульон у меня ушло 12 литров воды. Очень важно не давать бульону бурлить при кипении, так как он разварится просто в кашу. Ну вот, 5 часов спустя процеживаем бульон через сито. Возвращаем кости с овощами назад в кастрюлю. Заливаем водой и ставим еще раз на плиту на очень медленный огонь, еще раз на 5-6 часов. По-французски этот процесс называется ремouillage, то есть повторное замачивание. Таким образом мы вытянем из костей и овощей последние остатки всего, что там есть вкусного. Итак, на плиту на 5 часов. Ну вот, прошло еще 5 часов, самые крупные кости я уже выкинул шумовкой. Процеживаем, что осталось, и помогаем ложкой. На овощи не давите, чтобы они не продавливались в бульон и чтобы не получилась каша. Если вам важно, чтобы бульон был совсем без примесей, процедите его несколько раз через марлю. Мне, например, нравится вот так, и я его просто цежу через дуршлаг 2 раза и все. Теперь соединяем оба бульона, видите, в них еще есть небольшие примеси. И ставим, что получилось, на плиту, еще раз на пару часов на очень медленный огонь на выкипание, пока не останется 2-2,5 литра жидкости. Вот и все готово. Переливаем бульон в пластиковые посудины с крышкой или в маленькие пищевые пакетики и кидаем в морозильник. Это вот и будет наш готовый продукт. Ну а вы спросите, а что получится, если этот бульон, например, продолжать выпаривать? А получится, пожалуй, один из самых вкусных соусов, которые французы изобрели. Так называемый demi-glace. Вот как его делать. Мелко нарежем 1 луковицу шалот. Туда же кидаем лавровый лист, веточку тимьяна, молотый черный перец, соль,
Наливаем дешевого красного вина, сколько вот буквально сколько не жалко. Совсем плохое, естественно, не берите. Ну вот мне сегодня не жалко вот столько. И кидаем пачку нашего говяжьего бульона. Ставим это на плиту, пока вода не испарится и пока соус не загустеет. Ну, я еще туда, наверное, грибочков пожарю, хуже не будет. Теперь берем стейк и поливаем сверху нашим соусом демиглас. А вот и веточка тимьяна попалась, и ее мы уберем. Ну вот, на сегодня как бы и все. Спасибо, что продолжаете меня смотреть. Если вам нравится то, что я делаю, все-таки не забывайте подписываться на канал. Кнопка вон там вот. Я ценю каждую подписку. В моем следующем видео я возьму вот этот вот говяжий бульон, и я вам покажу, как я делаю борщ из говядины с добавлением, усилением вкуса вот эти, с помощью вот этого вот говяжьего бульона. Получается просто фантастически вкусно. Все, кто пробовал мой борщ, все говорят, что это самый лучший борщ, который они когда-либо ели. Ну, это как бы уже на ваш вкус, так что увидимся в следующем видео. На сегодня все. Всем пока.